На сегодняшний день по всему миру построено более чем 1000 домов из стеклянных бутылок. Первые упоминания о таких домах относятся к 1902 году. В штате Невада американец Уильям Пек в городе Тонопа построил свой бутылочный дом. На постройку ушло около 10 тысяч бутылок. Дом был очень простым, 4 стены и крыша, но эффект имел просто колоссальный. Когда о необычном доме узнали местные власти, то предложили включить его в список достопримечательностей города Тонопа. И только в 1980 году этот дом был снесен. Но если вы думаете, что только за границей есть поклонники бутылочных домов, то вы ошибаетесь. Таких энтузиастов предостаточно и в странах бывшего Советского Союза. К одним из таких чудо-строителям можно отнести и героя нашей сегодняшней истории Владимира Сысу. Еще с детства он любил строить. Как и все мальчишки, в школьном возрасте он мастерил дома на деревьях, а уже в училище занимался более серьезными проектами. И даже не имея архитектурного образования, а только освоив профессию слесаря, он смог с одногруппниками создать специальный токарный станок, который занял 3-е место на всесоюзном конкурсе на ВДНХ. А вот мечтать о собственном бутылочном доме Владимир начал в 80-х годах. Однажды ему повстречался немецкий журнал, в котором был напечатан фотоснимок небольшого дома. Весь дом был построен из разноцветных бутылок. И вот тогда у Владимира и возникла мысль: дадут участок, сделаю такую дачу. А пока участка не было, Владимир Кириллович начал проектирование и сбор строительного материала. Это сегодня нам легко ввели любой запрос в поисковую строку, и Google или Яндекс выдал нужный ответ. А какая была возможность в 80-е годы у простого рабочего найти информацию о возведении дома из бутылок? Никакой, кроме похода в библиотеку. Вот только нужной информации там не было. Владимир загорелся идеей построить собственный дом из стеклянных бутылок. Приходилось самому рисовать проекты и фантазировать. Я до всего сам додумался, разработал технологию. В результате у меня в квартире собралась стопка почти из 200 эскизов проекта. Когда я показал их своим ребятам в цеху, те смеялись, мол, строй лучше из кирпича и кончай выделываться. Но Владимир не сдавался. Он только отмахивался и продолжал искать бутылки. Материал для строительства он находил в парках, на мусорках, договаривался в пунктах приема стеклотары и в ресторанах. И когда наконец-то в конце 80-х ему дали под Запорожьем участок, к тому моменту в квартире Владимира уже лежала батарея зеленых бутылок, почти 4000 штук. Стоит отметить, что мужчина собирал далеко не все бутылки, а только из-под советского шампанского. Для строительства своего дома Владимир собирал бутылки только из-под советского шампанского. Но даже получив участок, Владимир не сразу начал строительство. Ведь кроме бутылок нужно было накопить деньги и на другие строительные материалы. А с распадом Советского Союза начались проблемы и с бутылками. Дело в том, что бутылки современного производства отличаются от советских бутылок. Нынешние тоньше, чем были раньше. Но и эту проблему Владимир смог решить, он не стал смешивать их. Одну стену начал возводить из советской стеклотары, а другую полностью из современной. Импортные бутылки он вообще не использовал. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.